Добро пожаловать, я надеюсь, в последнюю часть этого руководства. В этом видео я расскажу про модули, которые я еще не затрагивал, а именно модули логирования и создания бэкапов. Модуль логирования, также известный как лог, журнал, а также то меню, которое я никогда не открывал, состоит из двух вкладок. Общий журнал для всей гильдии, а также меню деталей уже по конкретному игроку. Как только вы установите аддон, у вас тут ничего не будет. Но по ходу игры все изменения, которые происходят в гильдии, будут отображаться здесь. Модуль умеет распознавать как изменения данных игроков, так и настроек самой гильдии, таких как сообщение дня, информация, а также изменения в правах рангов. По поводу данных игроков вы можете видеть изменения заметок, рангов, офицерских заметок, а также игроков, вступающих и покидающих гильдию. Изменения офицерских заметок, связанные с ИПГП и ДКП, обозначены просто как офицерская заметка, а некоторые подвиды, такие как привязки твинов, заморозка банка, ЕПГП срез и многое другое, вынесены в отдельные категории. С особой любовью хочу подметить функцию, распознающую недавний ЕПГП срез и подсвечивающую несоответствие с ожидаемыми значениями. Стоит также отметить, что по умолчанию модуль собирает и хранит не все данные, однако вы можете настроить, какие данные нужно собирать вот тут, так же, как и некоторые другие опции. Лично мне нравится быть в курсе вообще всех изменений, происходящих в гильдии, если я офицер, но если вас это особо не интересует, я рекомендую полностью не выключать логирование и оставить стандартную настройку. Позже скажете себе спасибо. Также хочу обратить ваше внимание на еще одну любопытную опцию. Данная функция предупреждает вас, если какому-то игроку произвели начисление без подтверждения отдельным сообщением в чат, что может быть полезно, если вы подозреваете кого-то из офицеров в нечестности. Данная функция может работать немного нестабильно и лучше всего показывать себя в ИПГП гильдиях. Но если вы используете ДКП и все офицеры гильдии пользуются Dark Angel для начислений, все будет работать отлично. Дополнительно рекомендую почитать подсказки вот тут и тут. Ну и последний по порядку, но не по значимости, идет модуль бэкапов. Итак, что же умеет данное меню? Создавать бэкапы вручную или автоматически, восстанавливать данных игроков либо гильдии согласно выбранному бэкапу, а также набирать игроков в гильдию и делать пассивное точечное восстановление данных вступивших игроков, если они присутствуют в бэкапе. Как же создавать бэкапы? По сути, тут все просто. Вы можете выбрать, какие данные нужно записать, а также базу данных, где бэкап будет храниться. Если вы хотите, чтобы бэкапы создавались автоматически, вы можете включить вот эту опцию. Таким образом, бэкап будет записываться при входе в игру, максимум один бэкап в день. Но можно включить периодические почасовые бэкапы, указав нужную периодичность и лимит бэкапов. В данном окне вы можете видеть все бэкапы для всех гильдий, которые хранит модуль. Буквы G и L обозначают глобальное и локальное хранение, а M и A – мануальные ручные и автоматические бэкапы соответственно. Ставь лайк, если ничего не понял. Как только вы выберете любой бэкап, снизу разблокируются чекбоксы, в зависимости от наличия тех или иных данных в бэкапе. Рядом с ними также есть кнопки, позволяющие просматривать данные бэкапа. Для того, чтобы установить данные из бэкапа, изменив текущие значения вашей гильдии, сначала нужно выбрать, что именно будет восстанавливать аддон. Обратите внимание на возможность восстанавливать только мейнов или твинов, с возможностью выбрать условия пропуска для каждого из этих типов. Возможно, вы уже догадались, что таким образом можно не только восстанавливать данные, но также и делать полный перенос настроек гильдии или данных игроков из другой гильдии. Единственное, что будет небольшой проблемой в таком случае, это добавить игроков в новую гильдию. Но для этого есть следующие два инструмента. Первый – это возможность добирать людей в гильдию по некой секретной фразе. Фразу нужно написать либо вам в ВС, либо в любой глобальный канал чата. Второй инструмент – это возможность сделать пассивное восстановление значений по выбранному бэкапу людям, которые вступают в гильдию. То есть, вот таким корявым образом можно сделать переименование гильдии с помощью полного переноса всех ее участников и настроек. На примере покажу, как можно сделать такой перенос. Значит, имеем вот такую гильдию. Для наглядности сохраним вот эти скриншоты. Сначала делаем тут бэкап, затем кликаем вот этих трех членов гильдии. Теперь, так как бэкап хранится у нас в пределах аккаунта, мы выходим с этого персонажа и заходим на другого, который находится в другой гильдии и является ее ГМом. Первым делом создадим бэкап в текущей гильдии. Затем выберем бэкап из предыдущей гильдии, тот, что мы только что сделали.
Затем включаем пассивное восстановление. Зайдя на Twinov, мы можем дописать сами себе в OS, чтобы получить мгновенное приглашение в гильдию. Как только мы вступим в гильдию, наши данные восстановятся из бэкапа. Если хотите, мы можем также полностью перекопировать данные из первой гильдии во вторую. Так как общие игроки для обоих гильдий это лишь вот эти 3 твина, смысла восстанавливать все данные игроков нет. Запускаем восстановление и после небольшого ожидания видим результат. Вот таким образом, как вы видите, мы можем полностью перенести все данные. Обратите внимание, что перенос данных большого количества людей, особенно с учетом их рангов, может занять некоторое время. Ну вот, в принципе, и все. Гайд подошел к концу. Если у вас остались какие-то вопросы, как по этому модулю, так и по всему аддону в целом, добро пожаловать в мой Discord. Если вам понравился данный аддон, вы знаете, что делать. Всем удачи и до новых встреч. Пока.